Добрый день, дорогие раки! Добро пожаловать на мой канал. И в этом видео я расскажу ваш гороскоп на это лето 2025 года. Да, дорогие, это лето новой жизни. Присаживайтесь поудобнее, будем разбирать с вами июнь, июль, август. Ну и, конечно же, забежим в сентябрь, у нас там коридор затмений. Как говорится, астрономическое лето у нас длится до 21 сентября. Ну что, мои дорогие, готовы? Ну, тогда мы начинаем. И да, это гороскоп по декадный, поэтому буду отдельно рассказывать для раков первой декады, кто родился в июне, для раков второй декады, кто родился с 1 по 10 июля, и раки третьей декады, кто родился с 11 июля и до знака зодиака Лев. Да, вы можете смотреть этот гороскоп по Солнцу или же по асценденту. Если вы смотрите по асценденту, тогда делите этот отрезок на 3 равные части, чтобы понимать, к какой декаде событий вы относитесь. Ну что, ребят, скажу, что это видео названо у нас «Лето новой жизни». И не просто так, потому что у нас на самом-то деле в это лето очень много событий. У нас, конечно же, 10 июня Юпитер поменял знак и зашел в знак рака. И для раков это будет очень классный год, будет разносторонний. Да? Естественно, у всех раков будет проигрываться по-разному, в зависимости от декады. Да? Но, тем не менее, Юпитер даже в сложные времена будет давать такую нотку оптимизма, достаточную нотку, я бы сказала, когда будет ощущение, что все будет хорошо. На самом деле все и так будет хорошо. После этого лета, осенью аспекты тоже потрясающие. Поэтому все будет зависеть, ребята, от нашего с вами эмоционального интеллекта. Насколько мы эмоционально можем переживать трудности и сложности, которые будут на нашем пути. А трудности, они будут разные. Да? Еще раз говорю, у нас повестка новостная будет очень активная. Поэтому здесь, пожалуйста, фокус на своей жизни, потому что если все будут держать фокус на своей жизни и пытаться решить сначала свои проблемы, а не вздыхать, охать и ахать, что же там происходит такого, не надо. Надо вот свою жизнь сначала улучшать, а потом все остальное. Поэтому, ребята, да, здесь, конечно же, нужно понимать, что Юпитер будет целый год находиться в раке, и потихонечку проходить солнышко каждого рака, да, каждый градус. И скажу, что первую декаду рака уже он пройдет к концу июля. То есть к концу июля Юпитер уже встанет во вторую декаду рака, то есть очень быстро, да, и потом осенью уже покатится в ретроградное движение. И, ребят, хочу сказать, что с начала 2026 года как раз-таки Юпитер только потом перейдет со второй декады в третью декаду раку. Поэтому здесь рассчитывайте, на что будет влиять на каждую декаду. Забежала вперед, рассказала, чтобы вы понимали. А Юпитер — это про расширение своего социального влияния. Если вам необходимы какие-то компетенции, новые знания для большей такой профессиональной сферы ее владения, то здесь, конечно, необходимо получать эти знания, учиться, путешествовать в том числе, если вам нужно переехать. Причем переехать не обязательно за границу, можно из одного района города в другой, например, более комфортабельно. То есть улучшение своей жизни, улучшение своего социального статуса. Юпитер — это и про поездки, это и про покупки в том числе. Вообще это такая большая глобальная мудрость, если вам хочется это так понимать. Все зависит от того, каким смыслом по жизни вы пользуетесь. Да? Поэтому здесь история такая достаточно масштабная. Если смотреть про личную жизнь, про отношения, Юпитер — это планета очень хороших знакомств, улучшения капитала связей. Юпитер — это, конечно же, когда он в аспекте с Венерой, в это лето он будет в аспекте с Венерой в соединении, это к хорошим покупкам. То есть это к качественным покупкам, покупкам совершенно иного статуса. То есть здесь нужно понимать, что Юпитер, если мы говорим про личную жизнь, то здесь
и любовь, и дети, и выход замуж, женитьба в том числе. Юпитер всему этому способствует. Все зависит от того, какую сферу своей жизни вы захотите расширить за этот год, пока Юпитер будет находиться в знаке зодиака Рака. Поэтому, если у вас есть какие-то мысли, пожалуйста, и вы мне скажете, ну у нас же вот, например, третья декада, у нас же только вот в 26-м году. Ну так, ребята, если в 26-м вы хотите что-то сделать, сейчас хотя бы нужно к этому стремиться начинать, да, поэтому здесь прекрасно понимаете, если вы хотите приобрести там какую-нибудь важную для себя покупку, то, ребята, и делайте, с учетом того, что для раков третьей декады покупка с недвижимостью здесь прекрасный делает трин Сатурна, а это всегда улучшение не просто финансовой составляющей, это еще и как раз-таки приобретение недвижимости. Поэтому, ребят, здесь, конечно, всегда специально забегаю вперед, чтобы вы понимали, что чтобы там это получить, нужно здесь постараться, и тогда 100% там это у вас будет. Собственно, для чего еще нужна астрология? Чтобы заглядывать вперед и здесь максимально все урегулировать, дела, которые не нравятся. Вот так будет действовать у нас Юпитер. Идем дальше. У нас на ближайшие 2 недели, у нас 11 июня было полнолуние. Полнолуние было в Стрельце, такое активное, бодрое. И скажу, что у нас с этого полнолуния началось такое, знаете, мощное движение вперед. У нас сейчас Уран находится в квадратуре с Марсом, да, ребят, и это такое очень активное время, особенно беспокойное время, может быть и в работе, и в личной жизни. Все зависит от того, как вы проживаете этот аспект. Вообще, в принципе, если расшифровывать его, про что он, да, может, куда может эта энергия пойти, как мы ее можем потратить. Это, ну, из самого неприятного, это аспект разводов, когда нам хочется выйти за грани, да, вот так вот погулять. Также это аспект каких-нибудь креативных действий, то есть если у вас работа творческая в интернете, то есть если вы в работе решили нечто новым заняться, да, ну, то есть это момент, когда мы пробуем что-то за гранью, то есть нечто экспериментальное, наши экспериментальные действия в прямом смысле. Уран — это планета экспериментов, новшеств, Марс — это планета действий. Здесь главное не начать делать, потому что Марс у нас на данный момент находится, вот заканчивает, завершает свое движение во Льве и переходит в Деву. В Деве он будет более земной, такой стабильный, а сейчас пока он, конечно же, у нас до 17 числа, он у нас находится во Льве, когда мы делаем что-то на показ, чтобы нас похвалили, да? Поэтому здесь момент такой достаточно очень скользкий. Постарайтесь больше и лучше коммуницировать. Меркурий находится сейчас в Раке и будет находиться в Раке до конца месяца, но потом он перейдет во Льва, и с 18 июля у нас Меркурий ретроградный. Да, ребят, не ждали, не гадали, обычно у нас каждый год Меркурий ретроградный в августе. В этом году он аж с середины июля и почти до середины августа. Вот такая история, поэтому постарайтесь сейчас урегулировать все свои сложные дела, какие вы прекрасно знаете, будут там далее. Сейчас как можно больше договориться, да, чтобы там, как говорится, не трясло, потому что там аспекты будут и посложнее, там у нас активный становится и Нептун, и Уран, и Сатурн, и будет влиять очень сильно на раков. Поэтому здесь, особенно первой декады раков, будет очень сильно влиять, и на третью декаду в том числе, ребят, да. На раков второй декады по большей части будет влиять только Юпитер. Ну и Лилит, и кармические узлы, поэтому здесь тоже набирается, да, ребят. У всех, как говорится, по силе, то есть в определенный период времени каждой декаде раков свои задачи, то есть свои события, свои моменты для проживания. Не потому что кто-то плохой, кто-то лучше, кто-то хуже, нет. Нет хороших и плохих раков, нет. Просто в данный период времени вот так сложилось, что вот этим так и другим здесь так. Не потому что я кого-то больше люблю, нет. Просто вот такой временной диапазон. Кто-то уже с этим потрудился, кто-то нет. Поэтому здесь вот такая история. Идем дальше. У нас на 2 недели с июньского
с июньского полнолуния, вот сейчас уходящий лунный цикл. И, ребят, скажу, что сейчас вот до не просто конца месяца, у нас еще месяц, да, у нас получается на небе квадратура. Юпитер очень сильно влияет на раков первой декады. Юпитер в квадратуре с Сатурном, и Сатурн в соединении с Нептуном. Это, знаете, такой аспект, когда сегодня мы Наполеон, мы сегодня много хотим, а Сатурн говорит: подожди, можно довольствоваться малым, не выпячивать свое я, то есть больше трудиться. И причем здесь еще Нептун точно так же, прям вот они вот друг дружка рядышком, да, вот в точном соединении. И Нептун еще эмоции здесь, да, проявляет. То либо у нас сухость эмоций, либо мы можем рыдать, да, то есть либо у нас какие-то состояния пойти и накатить. Поэтому здесь будьте аккуратны со своими эмоциями, раки первой декады. Если говорить про любовные отношения, здесь тоже могут быть и измены партнеров. Только не надо сейчас приходить домой и устраивать своим вторым половинкам допрос, потому что астролог в интернете сказал, что у вас могут быть измены. Это могут быть чувства одиночества, ощущение, что вас не любят в том числе, да, потому что здесь и Сатурн, и Нептун кидать может в абсолютно разные стороны, да, поэтому здесь понимайте, что есть в ваших отношениях, что есть лично ваши чувства, для того, чтобы не испортить отношения, потому что Юпитер вроде как и говорит, вроде как и хорошо все будет, да, а Сатурн говорит: вот меня не любят, мне недостаточно денег, мне недостаточно средств, потому что, не забываем, у нас еще недельку будет в оппозиции Венера с Лилит, а это всегда, когда мы пытаемся найти грязное белье в своих отношениях. Поэтому здесь постарайтесь понять, почему хочется покопаться в отношениях. Это я сейчас ко всем ракам говорю. Почему? Потому что страхи сидят где-то далеко, и у нас Лилит будет все лето сопровождать нас аспектами, да? То Венеру, то ретроградный Меркурий, когда нам захочется поговорить о каких-то теневых своих моментах, качествах, да? То есть здесь просто, ребят, понимаете, что такое лето масштабное, да, лето новой жизни, мы еще до этого обязательно дойдем, почему гороскоп называется так. На самом деле у нас у всех перестройка в это лето, такая большая, мощная, трансформационная, можно это и так сказать, без участия, слава богу, Плутона. Без него у нас и другие планеты тут нехило заправляют. Да, конечно, ребята, если у вас нет личных аспектов, да, потому что я вижу общий гороскоп, у меня транзитная карта открыта на всех, да, но если у вас свой собственный вопрос, и в вашей жизни происходит нечто большее, о чем я сейчас говорю, пишите в комментариях свою дату, время, место рождения и ваши вопросы. Я посмотрю, что у вас там происходит, но только свои данные пишите, потому что общий гороскоп я уже написала. И отвечу вам в режиме свободного времени. Ну да, ребят, у нас в эмоциональной сфере может быть нестабильно, но если вы в работе работаете, например, у вас творческие проекты, вы собрались, не знаю, пробивать свой собственный потолок, избавляться от долгов, то есть это раки первой декады, да, закрывать свои какие-то гештальты, эта история очень хорошо получится вот уже сейчас. Вот уже сейчас. В работе креативные проекты, новые проекты, какие-то творческие, музыкальные. Хорошо все это делайте. У раков третьей декады будет вообще все эти эмоции, энергии идти прям на ура. То есть у первой декады посложнее, то есть такие суховатости эмоций, эмоциональное состояние штормит. Либо вас, либо вашу вторую половинку, да, если вы женщина. Если вы мужчина, то штормить будет вас. Либо ваши отношения с мужчинами. То есть либо это отец, либо это брат, либо это дети, сыновья, да. То есть вот такая история. Но будет 100% задевать ваше эго, потому что когда аспекты бьют по Солнцу, это всегда задевается наше эго. А что нас максимально задевает? Это отношения с нашими родителями, либо с нашими детьми. Ну, у женщин это еще отношения с мужчинами постоянно, ну, то есть максимально может выбить из колеи. Поэтому здесь вот такая история. Постарайтесь эти отношения, в них поработать, поговорить, решить
решить, потому что я не просто так это говорю, для раков это основная такая фундаментальная вещь, погода в доме. Если дома плохо, то и работа будет не спориться. Да? Это такая основная, большая, мощная и интересная штука. Поэтому да, у раков третьей декады все то же самое, только гораздо проще и легче. Здесь, конечно, классно работать, браться за те дела, которые раньше не делались, не брались, творческие проекты, поездки, переезды. Все это прекрасно будет у вас получаться. И помним, что еще у нас до 7 июля Уран идет по Тельцу и делает прекрасный секстиль раком третьей декады. Поэтому здесь, ребята, понимаете, что у вас вообще еще новые все развития, новые направления в работе, новая работа тоже будет складываться хорошо. Вообще раки третьей декады очень хорошее время для вас менять работу. То есть менять работу и понимать, что я хочу от своей жизни, хочу ли я большего, или мне вообще перестали нравиться обязанности, которые я выполняю, как я хочу вообще в принципе жить. Поэтому здесь вот такая история. История покупки недвижимости в том числе. И на это лето у раков третьей декады тоже хорошо получится. Поездки, переезды в том числе. У раков, сейчас скажете меня, второй декады. Почему ничего не говорю про рака второй декады? Ребят, у вас потому что вот к концу июня Лилит перешла во вторую декаду Скорпиона и будет делать прекрасный трин к ракам второй декады. Это говорит о том, что самое время разобраться в себе, покопаться в своих страхах, переживаниях, потому что когда Лилит делает трин к Солнцу, ну вообще аспект к Солнцу, это мы разбираемся со своей гордыней, где мы себя обделяем сами и не идем этому вперед. То есть, зная эту информацию, аспект благоприятный. Еще и кармические узлы находятся в трине секстиле, как раз таки у вас вообще в принципе уже подкатывает этот вопрос. Если вы смотрели кармический гороскоп, да, который я выпустила в январе 25-го, то вы прекрасно понимаете уже, о чем я говорю. То есть это вопрос своего фундаментального я. Что я хочу от этой жизни? Такая большая гигантская история лично про вас. Не то, что хотят от вас близкие, родные, как вас хотят видеть, не знаю, родители, дети. То, кем вы хотите стать, кем вы всегда хотели стать, ваша работа, можно назвать это предназначение, да, ваши интересы, я люблю это больше так говорить, да, ваши желания, ваши амбиции в том числе, потому что уже к концу июля Юпитер будет во второй декаде раков, и здесь амбиции, если вы, то есть не пришли к этому моменту, вас начнет прям шарашить, потому что Юпитер в соединении к Солнцу, когда амбиции прям вот они прям сразу здесь, и некоторые бывает выносит, да, поэтому здесь под контроль держите свое чрезмерное я, особенно если вы чувствуете, что вы не реализованы, то есть живете той жизнью, ну, вы не живете ту жизнь, которую вы хотели жить, да, поэтому начинайте сейчас уже жить эту жизнь, и вот этот вот отрезок времени, который у нас в июне, да, он очень такой достаточно гармоничный. Я не скажу, что он как-то сильно напряженный, нет, у нас дальше будут отрезки и поинтереснее, просто сейчас еще есть такой, я бы сказала, такое свободное время подумать, без каких-то таких планетарных штормов, потому что идем дальше, у нас 21 июня традиционное летнее солнцестояние, солнце переходит в 1 градус рака. Мои дорогие, поздравляю вас с днем рождения, потому что для вас этот год он обещает быть, ну, тем самым продуктивным. Реально здесь про новую жизнь, реально здесь про возможности. У кого-то, как, например, у раков третьей декады, идти вперед, развиваться, двигаться, вот эта вот волна, которая вот так закручивает классно и интересно. Раки второй декады вот так догоняют вот эту волну, и она к вам все равно придет, то есть такие большие осознания, кем я все-таки хочу быть, кем я стал на настоящий период времени. Это не хорошо, не плохо, просто сумма наших решений привела нас именно в этот период времени, сумма наших решений. Ваша миссия, если вы за нее возьметесь, да, как говорится, ваша миссия, если вы за нее возьметесь, это ваше счастливое будущее, да. Здесь не шутки ради, здесь на самом-то деле как раз-таки про свои хочу, да.
про то, кем вы хотели стать в подростковом возрасте, о чем вы мечтали, грезили, кем вы хотели стать, иметь профессию, и, возможно, вам кто-то сказал, да это невозможно, зачем, это вообще смешно. У меня мама вот когда узнала, что я со всеми своими образованиями и знаниями иностранных языков, вообще, в принципе, достижениями решила стать астрологом, она заплакала. Но я говорю, мамуль, ну вот как-то вот так. И ей понадобилось очень много времени, да, на благо у моей мамы Луна в Раке, и она понимает, насколько, ну, то есть эмоции других людей, это важно. Поэтому здесь, ребят, знаете, что, возможно, что-то сбило вас со своего пути в жизни, и в какой-то момент вы ушли от своего курса, да, кто-то, не знаю, хотел стать врачом, кто-то хотел стать учителем, кто-то хотел... Много разных профессий есть, абсолютно очень много разных, их не перечислить, и кто бы там ни говорил, что они устаревают в связи с технологиями, да ладно вам, ребят, воспитание и вообще развитие вперед, это все зависит только от человека. Машину учит человек, и знания вкладывает туда тоже человек. Это я к ингрессии Урана говорю, уже такая подводка, да, пасхалка, как-то говорят, да, поэтому вот такая история. Поэтому, дорогие раки, понимаете, у раков первой декады, то есть уже вот затянули вы, ребята, затянули вы изменения в своей жизни, и поэтому сейчас вот на квадратуре Сатурна, Нептуна, вот они, вот события не совсем приятные, они эмоционально неприятные, но вы прекрасно понимаете, что что-то надо менять, потому что Сатурн дает такую сухость эмоций. Но благо здесь, конечно же, еще и Юпитер, который дает оптимизм, поэтому не все будет казаться так тяжело и сложно, просто надо менять, вы знаете, что делать, как вы хотите, к чему вы пришли в своем возрасте, и это нормально, да. Ну и раки, хочу сказать, второй декады, если вы не разберетесь в это лето и эту осень со своими страхами, переживаниями, движениями вперед, и вот также останетесь на этом же месте, да, то есть не пойдете в развитие, вы начнете там чрезмерно философствовать, лениться, потому что соединение с Юпитером может и лень давать, да, то есть можно такой праздный образ жизни вести и ничего в итоге не сделать, то тогда Сатурн к вам тоже придет. Сатурн придет через годик и начнет тоже заставлять делать изменения в жизни, связанные с работой, социальным статусом, с финансовой составляющей. То есть это история, которая к вам придет. И здесь, конечно же, я всегда за то, чтобы сделать сейчас, потому что если сейчас вы подготавливаете себе мощно почву, то через год Сатурн к вам придет с аспектом уже совершенно другим, например, приобретение недвижимости и очень сильное поднятие социального статуса, которое вам будет только в плюс. Поэтому здесь, мои дорогие, каждый выбирает, то есть мы либо оттягиваем во времени это, либо сейчас наоборот делаем это все, и уже через год мы не на этой ступеньке развития, а вот здесь. И уже, согласитесь, приятно, да, не просто ж так посидели, послушали, час времени потратили, да. Идем дальше, ребят. 21 июня у нас летнее солнцестояние, 24 июня у нас новолуние, начинается новый лунный цикл в Раке, Солнце в соединении с Луной, в соединении с Юпитером, в квадратуре с Сатурном, Нептуном, такие же эмоции. Плюсом у нас распадается у нас квадратура Марса с Ураном, это очень хорошая история. И смотрите, у нас мы идем дальше и следом буквально к июлю, да, с 27 июня у нас Венера начинает сходиться в соединении с Ураном. Это как раз-таки, когда мы в отношениях, в любви, в финансах, во внешнем виде, в том числе, хотим выйти за рамки, то есть за грани. То есть кто-то начинает, не знаю, делать дикие прически, что-то в себе менять, кто-то начинает резко тратить на странные какие-то покупки, на странные вещи, деньги,
кто-то начинает в отношениях искать чего-то такого, не в своих, так на стороне. И это такая, знаете, очень тонкая грань, в которой не надо переборщить. Здесь надо бы очень сильно аккуратно действовать. Ну, естественно, разговоры по душам, потому что я говорила уже сколько, если смотрели мое большое видео «Любовный гороскоп», в конце видео его прикреплю, что даже на любом движении, на движении любой планеты, даже если она в напряженном аспекте, если понимать, с какими, ну, то есть своими воздушными замками мы боремся, то можно ситуацию реально решить. И здесь, конечно же, хочется найти нечто новое, экстраординарное, чего раньше не чувствовали в отношениях, как-то хочется резко обнулиться, измениться. Конечно же, у нас через неделю просто Уран меняет знак, и хочется, конечно, поменять многое, да, но здесь будьте, как я всегда говорю, здравый смысл и следование традиционному помогает вот такие дикие качели Урана в соединении с Венерой побороть. Точно аспект будет 4 июля, Венера в соединении с Ураном, плюс-минус недельку с конца каждого периода набрасываем. Это максимально такой штормовой момент в личной жизни. Будьте аккуратны, не наговорите лишнего, потом пройдет аспект, рассыпется, и за свою свободу будет немножечко стыдно, потому что не того же на самом деле хотели вообще другого, получилось и вот так. Поэтому не надо вот так грубить. Ну и что, ребят, у нас июль. У нас наступает июль 2025. Я не скажу, что это какой-то очень сложный, мощный, напряженный. Нет, у нас с начала июля у нас как раз-таки оппозиция Меркурия с ретроградным Плутоном, когда мы можем реально нахамить, наговорить лишнего, наговорить даже то, о чем мы не хотели, потому что Меркурий уже во Льве, и уже здесь хвастовство-то на первой, я бы так сказала, идет впереди нас, то есть нам уже хочется прям вот такими классными выглядеть и быть, но быть и казаться разные вещи, ребят, потому что Меркурий в этот же момент входит, просто въезжает с квадратурой с Лилит. Поэтому вот он начинается опасный момент с начала июля. То есть у нас начало вот этого лунного цикла с 24 июня, с 25 июня. С 25 июня вот этот новый лунный цикл, который у нас продлится как раз-таки до 11 июля, он у нас, ну, я бы так сказала, очень не то что опасный в любовных отношениях скорее. Здесь уже история Юпитера и Сатурна, она распадается, да, квадратура, когда мы сегодня Наполеон, а завтра мы Скрудж, да, то есть когда мы экономим и когда мы тратим вообще как нам хочется, да, то есть две наших эмоции, две наши социальные планеты, которые либо мы поднимаемся выше, так красиво, амбициозно, либо так очень скромненько и долго, да, то есть здесь мы еще примирялись, да, в июне, а в июле уже такой вот этот момент наступает, когда нужно беречь свои отношения, любовные отношения, и Меркурий вот уже к 7 июлю как раз таки уже точная квадратура с Лилит, поэтому здесь будьте аккуратны, что вы говорите, не просто так говорю, потому что у нас 5 июля уходит в ретроградное движение Нептун, да, то есть наши эмоции начинают быть такими консервированы еще в самом начале июля, да, то есть эмоции вот так, как будто холодок у нас такой наступает, то есть все, чем мы пришли в этот период времени, да, у нас с 5 июля Нептун уходит в ретроградное движение, и он у нас идет до 22 октября, он еще идет по Овну. Он еще идет у нас по Овну, но в ретроградном движении. И до 10 декабря он еще в принципе идет в ретроградном движении. 10 декабря он останавливается, разворачивается, и до 27 января 2026 года он у нас идет еще по рыбам,
последний раз в наших с вами жизнях. То есть в наших с вами жизнях больше не будет вот этого положения Нептуна, то есть чтобы вы понимали, да, и потом он опять уйдет в Овна, и уже начнется вот это более ярое, быстрое движение эмоций. Вообще у нас, в принципе, после этого июля наша жизнь ускорится очень сильно, да. И здесь, конечно же, про Нептун сейчас договорю, поэтому, дорогие раки первой декады, вот это такая очень сильная эмоция будет, пока Нептун в квадратуре к вашим солнцам в транзитных картах, и будет эта история как раз таки до, смотрите меня, до 22 октября, да, и здесь нужно понимать, что после будет такая небольшая передышка, да, то есть это будет ноябрь, декабрь и январь, в 3 месяца, когда не будет вот этих эмоциональных качелей. Если сейчас у вас эта история с Нептуном, то есть вы уже устали от этих эмоций, а эти эмоции с вами были, ну, когда они с вами были? Они вот только сейчас начались, да, и они такие яркие, интересные. Они в следующем году еще будут появляться, в 26-м году, на немножечко, да, но если сейчас поработать со своими эмоциями, то в следующем году уже не будет вот такой настолько эмоциональной петли. Если же сейчас вложиться, например, в профессионализм, начинать душу свою раскрывать, например, да, особенно если вы в возрасте, например, и вы не занимались каким-нибудь там, я не знаю, отношениями в браке, то есть вам сложно давались, да, и вот вы решили вот здесь вот прям так душу открыть в отношениях, или с детьми, или с внуками решили начать нянчиться, да, то есть это такая большая история, которая будет очень эмоциональна, куда вот эмоции свои можно вложить, да, чтобы, например, это не вымещалось в свою жизнь, там, в развитие, например, если вы занимаетесь бизнесом. Поэтому здесь, конечно же, очень хорошо граничить вот эти планеты. Идем дальше. Это раки первой декады, раки третьей декады. У вас еще Нептун прекрасный аспект делает, прекрасно на вас складываться будет аспект, но как раз-таки, когда уйдет в ретроградное движение, уже будет в рыбах, а это как раз-таки вот ноябрь, декабрь, январь, и здесь, конечно же, эмоциональная история будет очень яркая такая, очень на гармоничных аспектов. Здесь и плюшки, связанные с Нептуном, тоже очень хорошие, поэтому здесь, понимаете, для всего отведено время. Ну и раки второй декады, у вас Нептун пока так сильно не играет, у вас движение Нептуна придет через несколько лет. Через несколько лет Нептун будет из Овна делать квадратуру к ракам второй декады. Тоже эмоциональные качели, изменения, связанные с Нептуном в личной жизни. То есть все зависит, либо это такая большая мега-любовь, либо это какие-то зависимости у вас, у вашей второй половинки, либо это иллюзии, обманы, возможно, измены. То есть не надо себя сейчас так накручивать, эти эмоции точно так же вкладываются в какие-то любовные свои переживания, вы совместно проводите время, начинаете там привычки вводить в своей семье любовные, которых у вас никогда не было. Здесь главное, как говорится, нужно же эту планету занять, чтобы она работала на благо нашей жизни, поэтому я всегда советую людям вот в такие напряженные моменты эмоционально просто в своей личной жизни разговаривать по душам, то есть эмоции оставлять в отношениях, чтобы со второй половинкой было все понятно, потому что когда все понятно, не возникает каких-то таких иллюзий, то есть лучше, я не знаю, разбитие вот всех этих иллюзий, да, это как раз-таки разговоры о честном, о том, что есть на самом деле, но люди по большей части этого боятся и ходят по психологам, тратят очень много времени, но если у вас есть эти отношения, поговорите вы в этих отношениях. Это вот такая очень такая философская история, но психолог это модно, а отношения сейчас не модно. Идем дальше. Да, июль у нас начинается эмоционально, но уже с конца июня мы чувствуем вот эти вот наплывы, эмоции, энергии начинают двигаться, да. В начале июля у нас разворачивается Нептун, 7 июля у нас Уран меняет знак из стабильного Тельца
переходит в нестабильные близнецы, в абсолютно нестабильные. Как на нас это повлияет? Ребят, да на нас на всех это повлияет очень сильно. На традиционных раков, на кардинальный знак рака Уран в близнецах, и если вы не связаны ни с какими-нибудь новыми технологиями, вы не развиваетесь в плане каких-то там специальных знаний, не занимаетесь инжинирингом, транспортной сферы, то есть если в вашей жизни нет ничего, что связано с близнецами и с Ураном, да, то есть здесь Меркурий и Уран, то есть две планеты, то есть вы ведете такую традиционную жизнь, да, такую тихую, спокойную гавань, и вот здесь для вас тогда Уран, который меняет знак на близнецы, то есть для вас, конечно же, будет такой момент штормов. Реально, если вы оставляли у меня комментарий там год, несколько лет назад на канале, что когда же уже поменяется что-то в жизни, когда будут какие-то изменения, как надоело вот это вот все. Ребят, вот оно начинает меняться с июля этого года, уже на самом деле начинает меняться, в июле просто будет еще больше, и новостные ленты будут пестрить всяким разным, поэтому здесь, ну что хочу сказать, Уран меняет знак. Заметили, как с 2017 года начал меняться наш уровень комфорта в жизни? Уран пошел по Тельцу. Телец — это про комфорт, про стабильность, про стабильное деньгозарабатывание. Мы спокойно работали там на своих работах, получали какую-то определенную зарплату, нам вполне это хватало, мы вполне занимались тем, что нам нравилось, кто-то жил там на своем месте, да, и вот здесь вот в 2017 году Уран начал ходить по Тельцу, и все стало меняться. То есть, понимаете, и все стало меняться, то, к чему мы привыкли, наш уклад жизни стал меняться. Что будет сейчас? Вот сейчас как раз-таки начинается вот эта новая жизнь. Все, что связано с транспортом, сфера образования, коммуникация, средства массовой информации, все наше общение в мессенджерах, соцсетях, это все станет нестабильно. То есть это все претерпит большие, гигантские, огромные изменения. Будут ли они нам нравиться? Ребят, не могу сказать, что это будут хорошие или плохие изменения, потому что очень много людей в кризисе делают деньги. Очень много людей, да, поэтому здесь у кого-то будет кризис, у кого-то наоборот будет потрясающее поступление денег. Если вы работаете в образовательных сферах, если вы работаете как раз-таки в средствах массовой информации, если вы работаете в транспортных сферах, в логистике, здесь, конечно же, будут изменения. Все зависит от уровня вашей коммуникации, все зависит от уровня, ваших эмоциональных способностей, как вы можете договориться в кризис, когда резко все меняется, когда все нестабильно, потому что эти сферы, которые я перечислила, они станут максимально нестабильными. Что нам нужно для того, чтобы пережить это такой определенный момент времени, который будет в наших с вами жизнях до 2033 года? Это знания и коммуникация. Знания очень сложные, да, но здесь астрология в помощь, потому что Урану в близнецах очень хорошо, конечно, повлазит очень много горе-астрологов, которые будут разную дичь в прямом смысле говорить, излагать, просто чтобы хайпануть, потому что здесь, естественно, все, кто хайпует сейчас в это время, еще пока хайпуются, еще пока аспекты вот такие, да. А здесь, конечно же, тоже да. Здесь просто вопрос кармы, насколько это нужно, да, насколько это про вас, про каждого из нас, да. Здесь, конечно, вот такой момент еще нужно думать, потому что рак-то это кардинальный знак, и вообще все вопросики по карме тоже решаются кардинально для вас, да. И как бы не хотелось решать это жестко кардинально, да, мы все люди, и мы хотим, чтобы с нами мягко было, да, поэтому я все-таки здесь за мягкость, за адекватность. Понравится ли нам это время, не понравится, Уран сейчас 7 июля переходит в Близнецы, 6 сентября 2025 года он в Близнецах разворачивается в ретроградное движение, да, на 3 градусе Близнецов, и скажите мне, до 7 ноября он будет в ретроградном движении еще в Близнецах, 7 ноября он вернется обратно в Тельца,
и уже, естественно, он 4 февраля, естественно, потому что каждый год, естественно, либо последнюю неделю января, либо первую неделю февраля Уран разворачивается из ретроградного движения. В 26 году это будет 4 февраля. Он из Тельца, из третьей декады Тельца развернется опять в директное положение. И уже 26 апреля 2026 года, дата опять красивая, да, он переходит окончательно до 2033 года в знак зодиака Близнецы. Поэтому у нас сейчас вот такой до 7 ноября отрезок времени, когда мы будем чувствовать на вкус, нравится ли нам всем эта новая жизнь или нет. Потому что Уран влиять напрямую на раков не будет. Будет это все влияние косвенно. Да? И после 2033 года Уран из знака Близнеца перейдет в знак Рака. Ребят, то есть вы понимаете, да, насколько потом, а там Уран будет в соединении с Солнцем идти по Раку. И эта история, я не запугиваю, я просто потом, чтобы вы понимали какие-то эмоции и движения, потому что когда сейчас Уран шел по Тельцу, очень много, бесконечное количество тельцов, если вы заглянете в гороскоп Тельца, вы увидите, ну, на Тельца гороскоп недавно вышел, если посмотрите какой-нибудь гороскоп весенний или зимний, там тельцы все писали, уже можно закончить этот Уран, потому что Уран, когда в соединении, это в жизни меняется все. Особенно если мы не любим обнуляться, если мы прям традиционные, да, нет плохого в традиционности, да, но вот мир, в который вот мы идем, да, здесь нужно быть пластичным и как-то вот подстраиваться под обстоятельства. Здесь про это, ребята. Не потому, что быть традиционным раком это плохо. Нет. У меня у самой асцендент в раке. Я тоже люблю, когда все понятно, лаконично, все без каких-либо подводных камней. Но вот эмоциями надо здесь, ребята, выдерживать, стараться, понимать. Поэтому здесь вот такая история. Да? Здесь нужно чувствовать момент. Если вы раскачаете свою интуицию, у вас будет хорошее такое понимание, чувствование мира. Это очень важная история для раков. Неважно, мужчина вы рак или женщина, но для того, чтобы раскачать интуицию, нужно прям в себе, ну, жить свой путь, да, вот влиться в свой путь жизненный и прям вот своим путем жизненным идти и понимать, что вы делаете так, что не так. И вопрос кармы, естественно, это такая основная фундаментальная вещь, да, тогда интуиция будет работать на вас, это такой классный супербонус, да. Идем дальше. Про Уран рассказала, да, кого будет штормить с Ураном. Вообще, пока Уран находится в Тельце и будет еще ноябрь, декабрь и, скажите мне, январь, февраль, март и апрель почти весь будет находиться в Тельце, очень хорошо будет раком третьей декады. То есть у вас еще все вот эти вот новшества, ускорения вперед, движения, новые проекты, все будет получаться, как сейчас говорят, на изи. Там еще и Сатурн тоже будет делать классный трин, там и Нептун будет делать классный трин, и будет все получаться хорошо, поэтому, ребята, здесь не сдаемся. Плутон уже перестал вас трясти, поэтому здесь, конечно же, не сдаемся, идем вперед, прямо очень классно настраиваемся. Раки первой декады с Ураном, здесь у вас не Уран штормит, здесь у вас Сатурн. Про Сатурн я уже рассказала, здесь четкость, планомерность и составьте план. Если вас атакуют долги, если вас атакуют внутреннее чувство неудовлетворенности, одиночества, незащищенности, постарайтесь понять, что вам нужно для того, чтобы получить вот эту свою защищенность. Скорее всего, это социальный статус, новое финансовое положение, состояние, и тогда вы будете себя чувствовать гораздо лучше, новое положение своей семьи, и это тоже нормально, потому что рак — это тот знак зодиака, который работает на благо своей семьи, себя, своей семьи, своих детей, и это нормально, это абсолютно адекватная история для раков, да. Идем дальше. И у нас после ингрессии Урана у нас 13 июля Сатурн меняет знак. Он у нас уходит в ретроградное, он не меняет знак, он у нас уходит в ретроградное движение. И 1 сентября 2025 года меняет знак. То есть он сейчас пока будет идти по Овну. И 1 сентября поменяет знак снова на Рыб. И да, здесь, конечно же, хорошо будет ракам
третьей декады, раки первой декады, но здесь уже полегче станет, не будет вот это чувство загнанности, что от вас что-то просят, требуют, и вот здесь наступит немножко расслабление с точки зрения активности Сатурна. Ну и да, ребят, до этого момента у нас 11 июля полнолуние говорила, да, полнолуние в Козероге. Я не скажу, что это какой-то момент очень такой тяжелый, сложный. Нет, полнолуние вполне себе нормальное полнолуние, без каких-то отягощающих моментов, без такого напряжения. Дальше будут складываться аспекты у нас, да. То есть хочу сказать, что здесь немножечко можно подрасслабиться, да, но у нас тут Меркурий, который совсем на днях станет ретроградным, да, в квадратуре с Лилит. И да, эта история у нас включится буквально 18 июля. И здесь что нужно еще понимать? Что у нас с 18 июля ретроградный Меркурий во Льве, в квадратуре с Лилит, уже говорила, не наговорите лишнего в порыве эмоций, своих ораторских каких-то таких моментов. Здесь нужно быть аккуратны. У нас основная эмоция на этот момент как раз-таки с полнолуния 11 июля у нас соединяется квадратура Венера с Марсом. И это такая, знаете, очень важная и сложная история, которая в семье есть. То есть это когда у нас борется мужское и женское. И вот эта эмоция в нас будет до августа в нас томиться. То есть здесь нужно с этой историей будет разобраться. Будьте аккуратны в любовных отношениях, не перегните со своим мужским и женским. То есть женщинам захочется стать такими больше мужественными, мужчинам наоборот расслабиться. То есть здесь все ищите в себе вот этот баланс, да, и подумайте о чувствах своих близких. С учетом еще и ретроградный Меркурий под эту историю идет. И это такая вещь, знаете, когда мы все можем смело перегнуть. И, ребята, идем дальше. У нас на небе 24 июля у нас новолуние, новый лунный цикл начинается во Льве. И не просто новый лунный цикл во Льве, а Солнце в соединении с Луной в оппозиции с Плутоном. В оппозиции с Плутоном, и эта история такая, когда нам нужно максимально пройти свои страхи, трансформации. Здесь еще вот как раз вот этот вот пик накопившийся вот этих эмоций с движением, передвижением планет, да, который был в начале июля, вот они накатываются. Естественно, у раков не забываем, еще целый месяц дни рождения, да, и вот вроде бы новолуние во Льве, да, а эмоции-то остались. Хочу сказать, что раки этот год, вот на этот год ваши дни рождения, очень эмоционально много аспектов складывается, поэтому здесь понимаете, что большие штормы и вихри, и нужно себя в эмоциях немножечко поддержать. Понимаете, что очень сложно, да, просить раков держать свои эмоции. Эмоции вообще, в принципе, это основная сила раков, да, суперсила. Поэтому здесь, ребят, понимаете, что нужно как-то в себе вот этот баланс держать, потому что здесь ретроградный Меркурий уже разошелся и в точной квадратуре с Лилит. Здесь и Венера в точной квадратуре с Марсом. Здесь и Марс на кармических узлах. Здесь и Солнце в соединении с Луной в оппозиции с Плутоном. И это, знаете, такая сила, которая держит все. Кто максимально прочувствует эту историю? Раки третьей декады. Как оказалось, для вас будет очень эмоционально. Юпитер уже находится во второй декаде рака. И здесь, конечно же, история того, что, хотелось бы больше интересного в своей жизни, но почему-то его нет. Вот если не будете амбиции, да, идти вперед без каких-то либо действий, да, тогда будет хорошо. А если вы просто предъявляете претензии и ничего при этом не делаете, вот это плохо. Поэтому здесь, опять же, кому плохо? Можно испортить репутацию свою, да, можно наговорить лишнего, пройдет аспект, пройдет вот эта эмоция июльская, да, наступит август. Август, кстати, попроще в этом году, середина августа, чем обычно, да, обычно август у нас накатывает, но в этот раз полегче. У нас июль все к себе забрал, да, сказали раки, зачем нам это нужно, мы в июле вообще по-другому отдыхаем, да, проводим свой любимый месяц. Вот так, ребят, поэтому здесь
понимаете, что вот в это новолуние нас ждут мощные 2 недели до 9 августа, да, потому что только 11 августа заканчивается ретроградный Меркурий, и у нас с этого новолуния очень много таких вопросов, моментов и в личной жизни, и в работе, профессионализме. У раки второй декады вот здесь, конечно, вот свои амбиции хорошо бы распознать, почему хочется так говорить, так делать, потому что здесь Юпитер во второй декаде раков, а здесь и Лилит делает трин к Юпитеру и к Солнцу, раков второй декады. Поэтому здесь можно очень нехило испортить репутацию, очень прям таки разрушить отношения, партнерские, профессиональные в том числе. Здесь можно нагрубить. И не подумать даже об этом, что вы нагрубили, и только после придет этот момент. Поэтому будьте аккуратны. Да? Раки первой декады, но здесь смотрите, ребята, постфактум будет вот эта история, да, когда вот вы почувствуете, то вы сказали, не то вы сказали, это, конечно, уже в начале августа, то есть на вас будет вот эта история Венеры с Марсом в отношениях работать очень сильно, да, потому что Венера, враг будет двигаться туда, да, поэтому здесь будьте аккуратны сейчас, потому что потом можно тоже расхлебывать, да, аккуратно, вот прям тактично, по делу, душевно, не перегибая, понимаете, и тогда будет хорошо. Это у нас новолуние 24 июля, и 2 недели достаточно сложноватые, потому что, еще раз говорю, у нас август начинается, августа 25-го, у нас как раз таки Венера переходит в рака, да, и здесь она-то еще в квадратуре с Марсом, и здесь еще Венера в квадратуре с Сатурном и с Нептуном, и вообще раки первой декады думают, а что вообще случилось, да, поэтому вот там вот аккуратно, там начинает уже подкатывать эмоция, когда хочется обвинить всех в своем одиночестве, что меня не понимают, что меня не любят, как мне нравится, как мне надо. И здесь такая история честных разговоров. Раки первой декады, честно скажите своей второй половинке, как вам хочется. Потому что обычно на таких аспектах это потеря контактов со своей второй половинкой. Не надо так. Поговорите, сядьте, скажите, как оно есть на самом деле. Ну и, конечно, у нас уже ретроградный Меркурий докатился делает оппозицию к Плутону, поэтому здесь захочется, конечно же, уже в начале августа и пожестить, и прям словцо такое сильное сказать, и сказать, как вы все меня обидели, ведь еще ретро-мерк в квадратуре с Лилит по-прежнему, то есть здесь и Плутон, и Лилит, такая история, поэтому здесь постарайтесь не быть такими жесткими, и да, у нас еще здесь Марс, который еще в квадратуре с Венерой, входит в оппозицию с Сатурном и Нептуном. Когда мы можем максимально конфликтовать, максимально уходить в слезы, максимально уходить в какое-то одиночество, да, либо в пахоту. Вот если в работу, в профессионализм вот это все внедрить, да, это я говорю сейчас раком всех декад, да, то получится хорошо. В работу, в профессионализм, в действие, финансовое, там, достижение, можно назвать достигаторствами, да, как угодно можно назвать. То есть если упахиваться на этом поприще в работе, то будет получаться хорошо. В личной жизни только разговоры по душам, беречь свою вторую половинку, беречь себя, даже если слезы, переживания, вот это вот все, садиться и разговаривать, почему так случилось, какими мы действиями сюда пришли и как мы хотим это решить. И поверьте мне, эти аспекты, они не вечны, они распадаются. Ребята, идем дальше. Идем дальше. У нас 9 августа полнолуние, естественно, у нас в Водолей, в каком, естественно, может быть у нас еще знаки полнолуния, ну, потому что хочется, конечно же, хочется сказать, я устал, я ухожу, но нет, в этот день можно сесть и подумать вдвоем, какой план на будущее мы хотим сделать. Конечно же, у нас в день полнолуния Солнце и Луна в квадратуре с Лилит. Естественно, всем будет страшно. А кому не было страшно, когда кто-то садился и писал себе честный план, как я хочу жить? Всем страшно. С каждым новым шагом развития и в любовных отношениях, и в профессиональной сфере всегда страшно. И вот здесь начинается хорошее время. Вообще в работе, в профессионализме очень классные аспекты включились 22 июля. И эти аспекты, дорогие мои раки, продлятся у нас до конца 2025 года. Это у нас на небе складывается такая конфигурация,
Плутон в трине с Ураном, и все это, ну то есть на секстилях к Сатурну и Нептуну. То есть это четкие аспекты высших планет, и плюс там еще Сатурн, который держит нас с чувством ответственности, заставляет нас планомерно идти вперед и делать деньги. То есть это аспект на деньги. Большие, хорошие финансовые возможности доступны, ребята, всем. Поэтому хочу сказать, что вот с 22 июля нужно прям вот в работу удариться очень сильно хорошо. Прям начать работать, и тогда осенью и зимой 2025-2026 будет совершенно другой кошелек, будут совершенно другие возможности, будут совершенно другие осознания, но в работе нужно прям вот начать действовать. И, естественно, у каждой декада уже знает, где нужно отсекать лишнего, уходить от старого, кому нужно идти вперед в новое, да, поэтому здесь не переживаем. Идем вперед, прикладываем усилия и не разрушаем свои любовные отношения. Потому что хочется, да, потому что устали, потому что чувствуете, что вас не понимают, потому что, ну, уже накопившаяся усталость, да. Не надо так, ребят, идем вперед. И что 11 августа у нас заканчивается ретроградный Меркурий, мы его за это благодарим, он заканчивает свое движение в точной оппозиции с Плутоном. Мы еще несколько денечков стараемся не грубить, ну, либо же, если наша работа связана с коммуникацией, не боимся браться за сложные переговоры. Можно сложные переговоры, которые раньше не давались, очень хорошо будут даваться. Нужно это делать на небе. С этого периода складывается прекрасное окно на 2 недели. У нас Венера в соединении с Юпитером, это все добро в раке второй декады. Чувствуете, кому максимально повезло, хорошо, да? Если, конечно же, вы до этого момента сделали те самые выводы, то тогда у вас вообще все будет складываться и в любви, и в деньгах, и в финансах, и в работе, и в социальном статусе, в том числе и с поездками и переездами. Если вы до этого момента сделали все хорошо. На раков 1 и 3 декады тоже хорошо повлияет этот момент. У нас 2 недели до 20 августа хороший момент прям активности, да, прям вот можно отдыхать, можно поехать путешествовать, можно тратить деньги, можно что-то покупать, но покупать как себе хочется, а не так, чтобы перещеголять соседа. Нет, если вы делаете что-то, глядя на тенденции моды, тогда не получится, а если вы что-то от своего сердца делаете, тогда получится очень классно, просто потрясающе. И делайте как хочется только вам. И да, хочется сказать, что вот и лето закончилось, да, то есть 2 недельки прекрасного периода трат, финансов. Можно отдыхать, можно в работе, в профессионализм уйти, прекрасно продвигаться, и будет здесь очень хорошо, да. Как угодно, то есть вы сами планируете свою жизнь, как вы хотите, чтобы этот период у вас случился. Конечно же, рака 2 декады будет здесь баловать момент, но смотрите, не уходите в свою гордыню. Может прям на качелях вот это выносить, потому что Лили делает трин к Солнцу, а это всегда проверка нашей гордыни. Плюс еще соединение с Юпитером. Здесь очень много таких аспектов, которые могут выносить за грани, и после этого, например, на этих аспектах можно очень много денег потратить, распылить, но потом придет осознание, что мы сделали. Да, и идем дальше. 23 августа, новолуние в Деве. И можно сказать, вот и лето прошло. На самом-то деле, да, новолуние в Деве, при этом здесь у нас квадратура с Ураном. Уран в Близнецах, еще не ретроградный. Здесь либо движение вперед, ребята, в новое, пытаемся подстраиваться под обстоятельства, выныриваем. У кого-то будет ощущение, что как-то мне все это надоело, надо мне как-то все это бросить. Плюсом здесь же еще Венера будет в оппозиции с Плутоном последнюю неделю августа. И хочется, конечно же, винить свою вторую половинку, а Венера в 3 декаде рака. Поэтому здесь, ребят, конечно, нужно просто максимально комфортно со своей второй половинкой, не напряженно разговаривать, чувствовать и строить просто такие грандиозные планы на будущее, да, которые подкреплены вот такой вашей опорой, основой, которая у вас уже есть в отношениях. Идем дальше, ребят. Последняя неделя августа будет зависеть от каждого из нас. У кого хватает сил не поругаться, не разойтись, будет очень хорошей. И если же вы
изберете путь обнуления, сложновато, не надо так, потому что уже в сентябре будет все совершенно по-другому, совершенно другие аспекты. Уже вот 1 сентября ретроградный Сатурн из Овна переходит в Рыб, возвращается. 2 сентября уже совершенно здесь другие классные аспекты, но будьте аккуратны, последняя неделя августа у нас будет Марс в квадратуре с Юпитером, который идет по ракам второй декады. Здесь раки второй декады, понимаете? Что, помните, я вам говорила, да, не выпрыгивайте за грани, да, своей гордыни, потому что последняя неделя августа может дать такие конфликтные отношения на работе, в личной жизни. Поэтому здесь будьте аккуратны, будьте аккуратны. И идем дальше. 6 сентября у нас разворачивается в ретроградное движение Уран. Про него уже говорила. Начнутся штормы, то есть все, что связано с Ураном на эту недельку, первую неделю сентября остановится. И, конечно же, забегая вперед, потому что будете все лето жить, волноваться, кто-то вам уже 100% сказал, что там кармический коридор затмений. Открою секрет, коридор затмений, он всегда кармический. Ну вот просто вот это такой хайп, который интересно, и вы же все слушаете, поэтому рассказываю, как этот коридор затмений повлияет на вас, дорогие раки. И да, коридор затмений начинается 7 сентября. 7 сентября это у нас полнолуние в Рыбах, эмоциональная история. Будут очень сильно чувствовать раки первой и второй декады. Вот так, ребят, вот у вас будет здесь вот так очень эмоционально для вас покажется как-то тяжелым этот период. Я не скажу, что он какой-то невозможный, вы не сможете его прожить, он какой-то заберет у вас все силы. Нет, еще раз говорю, 80% результата события зависит от того, как мы на это событие реагируем. Если думать, что все будет плохо, все правда будет тяжелее. А если думать, что это пройдет и вы это спокойно переживете, а я вам 100% говорю, это просто эмоции, накопившаяся усталость, эмоции близких других людей, и вы в себе это несете. А вы 100% спокойно переживете этот коридор затмений. Я не скажу, что здесь какая-то прям дичь. Ну, раки второй декады, я говорила про кармические узлы, которые будут у вас вот как раз-таки включиться в этот коридор затмений, вы начнете проходить свои вопросики, кто я, что я, куда я, за что я. Ну, то есть вот такая история. И она никакая не новая, я еще это зимой говорила в январе месяце. Поэтому, ну, здесь не стоит переживать. Закончится коридор затмений. Закончится коридор затмений у нас 21 сентября, в осеннее равноденствие. Кому будет сложно, ну, можно было сказать, что у ракам, конечно, 3-я декада, да, но я не скажу такого, ребят. Здесь уже Юпитер, кстати, перешел в 3-ю декаду у раков и уже делает прекрасное соединение к Солнцу в вашем транзитных картах, поэтому здесь вообще, ребята, я хочу сказать, ну, мы все однозначно порадуемся истории завершения коридора затмений, но этот коридор затмений не будет такой сложный, как в прошлом году. Помните, в прошлом году в сентябре коридор затмений? Он не будет совершенно таким. Единственное, здесь вопрос про личную жизнь, про которую я уже много раз говорила. Под финальные аккорды как раз-таки коридора затмений с 19 сентября начнется квадратура Венеры с Ураном. Не надо рушить отношения, но это классика. Мы всегда выплескиваем на близких все свои эмоции, недовольство. Но поберегите своих любимых. Вот и все, что я хочу сказать на этот коридор затмений. Ну, раки первой декады у вас здесь связаны с планетами, которые идут. И я не скажу, что здесь какие-то новые, какие-то страшные моменты, угрозы. Не скажу, ребят. Все, что есть, вы с этим совсем справитесь. Поэтому давайте, проживайте классно вот это лето, напитывайтесь солнышком, подключайте разные приятные, кайфовые эмоции. Осень обещает быть продуктивной, плодотворной, напряженной. Ну, если вы будете продуктивно трудиться, да, тогда будет напряженной в хорошем смысле этого слова. Если вы решите эту сферу своей жизни как-то исключить, полениться, ну тогда просто это будет вот такая история. Это я про всех раков говорю, у каждого своя волна, у каждого свое настроение, но здесь вообще не про то, что невозможно. Нет, все возможно, все получится хорошо. Убрать старые шумы, чемоданы без ручки, неясности в отношениях, подводные камни, и тогда все будет складываться очень даже классно. Поэтому, мои дорогие раки, если у вас остались вопросы, оставляйте в комментариях к этому видео. Я в режиме свободного времени постараюсь ответить на все. Ну и увидимся с вами в следующем ролике. Пока-пока.